Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале о вязании. Меня зовут Катерина. Сегодня я хочу ответить на вопросы тега. Вязаных сумок много не бывает. Автор тега Валентина Романчук. И здесь 16 вопросов. Я, отвечая на вопросы, буду вязать носочки. Вот я выбрала вот такую вот носочную пряжу. Это водопад. Здесь классический состав. 70% шерсти, 30% капрона. И вязать я буду, вот я выбрала, у меня есть такой набор Зинг от Knit-Pro. Я выбрала спицы номер 2, вот такие розовенькие. И вот, чтобы носочки были тоненькие, плотненькие, тепленькие. Ну, рассказывать, как я вяжу носочки, я не буду, как набираю. Я просто буду параллельно это делать и отвечать на вопросы тега. Первый вопрос. Ваше имя, название канала. Зовут меня Катерина. Мой канал называется Катерина Шурм о вязании для начинающих. Второй вопрос. Как давно открыли свой канал? Вот сейчас конкретно точно я не помню, но открыла я его немного раньше, чем начала его вести. То есть где-то конец июля я его открыла. Потом очень долго как-то я не решалась снять видео и начать что-то показывать, рассказывать. И где-то в середине августа, когда мне мой муж уже сказал, ну ты давай уже, что, открыла канал, почему ничего не делаешь, давай уже вяжи, мастер-классы, все. В общем, простимулировал меня своим вот этим вот, как бы сказать, дал мне такой дружеский пинок для того, чтобы я начала уже вести свой канал. Вот, так что моему каналу где-то в июле будет год. Третий вопрос. Вяжете больше спицами или крючком? Больше я вяжу спицами. Всегда. Вот как начала вязать, когда ждала дочку, а дочке уже 26 лет, то есть 27 лет я вяжу спицами. Немного умею вязать крючком. Ну, это такие чисто обвязки или какое-то совсем несложное полотно. Совсем не понимаю, как вязать салфетки, вот эти схемы. Не понимаю ажурные шали, вот просто схему не понимаю. Не понимаю, как вот от одного ряда к другому переключиться. Ну, в общем, короче, надо конкретно этим заняться, но у меня то времени нету, то желания нету, то интернет отсутствует. Много раз хотела научиться вязать крючком, когда ездили с мужем несколько лет на Байкал. То есть я брала с собой книги какие-то, потом думала, интернет там будет хороший, я по ютубу, по мастер-классам научусь, все равно там делать нечего. Ну, в смысле, когда вот отдыхаешь, не ходишь там на всякие экскурсии. Вот, ну, не получилось. Вот, и как-то так по нужде я немного научилась вязать крючком, но больше всего я вяжу спицами. Четвертый вопрос. Согласны с выражением «сумок много не бывает» или считаете по-другому? Ну, как-то я вот не сумочный человек. У меня такого нету, что вот мне надо много сумок к разным моим одеждам. Нет. Когда я работала, у меня была сумка такая, чтобы она была и красивая, и в то же время вместительная. Вот, потом, когда перестала работать, вместительность у меня как бы отошла на задний план, и мне надо было, чтобы она была как бы вместительна только для телефона, ключей, там, кошелька, вот что-то такого. Потом, значит, другая сумка появилась, опять-таки тоже, чтобы лежал там телефон, ключи, кошелек, но чтобы она висела на плече. И вот с этой сумочкой
я и вот и живу последние 2 или 3 года. Она кожаная, она на красивой цепочке. И, в общем, перекидываю это через голову, и она мне не мешает. Ходим, и в городе с ней ходила, и сейчас в деревне ходим в магазин. Я туда кладу все самое необходимое и пошли. Вот. Сколько у вас сумок? Ну, самая моя востребованная это вот эта вот сумочка, которую я сейчас только что рассказала. Маленькая, кожаная, с цепочкой. И все. С собой в деревню я привезла только ее, не считая всяких таких эко-сумок, с которыми я хожу в магазин. Они у меня красивые. Одну сумку мне прислали в подарок, ой, не помню, то ли с Фаберлика, то ли с Эйвон. В общем, она такая тоже, с ней можно ходить и на пляж, и в магазин. И последнее время я ее использую как проектную сумку. Также у меня лежит кожаная торба белая. Ну, последнее время не востребованная совсем. Не знаю, долежится, наверное, до внучки, когда она туда будет что-нибудь складывать и носить с собой в детский сад. Также есть у меня черная сумка, тоже на плечо ее вешать. Ну, она такая достаточно вместимая, и мне сейчас некуда с ней ходить. Вот. Поэтому сумок у меня вообще немного. В городе еще осталась сумочка к платью, к нарядному. Ну, вот, это чтобы пойти там в ресторан, тоже положить телефончик, чтобы красиво все это на плече висело. Покупала тоже специально к определенному платью. И так она у меня в гардеробе там и висит вместе с платьем. Ну, пока что сюда в деревню не привезла, потому что здесь в деревне в этом платье негде выступать, как говорится. Вот. 6-й вопрос. Какие из них любимые и почему? Ну, любимая вот это вот моя сумочка на цепочке. Потому что она удобная, потому что туда можно положить все, что мне необходимо с собой куда-то пойти в магазин или поехать в город. Ну, в смысле, в машине мы едем, и у меня все с собой самое необходимое. Ну, и, соответственно, она у меня и любимая. 7-й вопрос. Вы вязали когда-нибудь сумки, косметички, клатчи, авоськи? Ох, ну такие сумки, чтобы прямо как бы ходить с ними вот так вот вместо кожаной сумки я не вязала. Но я все-таки вязала 2 сумки. Назовем их авоськи. Одну мы использовали для хранения детских маленьких игрушек. Мы туда складывали их и так красиво на ручку двери вешали. И еще есть одна тоже сумочка. Она у меня связана в подарок. И вот пока еще не подарена. Будет подарена скоро. Ну, а больше я ничего такого не вязала. Как-то не было у меня такой необходимости. 8-й вопрос. У вас есть вязаная сумка? Вот лично у меня сейчас сумки нет, но я планирую. Я сегодня уже покрутила на своей вязальной машинке Прум проект. Это будет проектная сумка. Ну, еще, как бы сказать, полотно само связала, но еще нужно все это дело снять с машинки, сшить и красиво как-то все это оформить. Ну, а так больше у меня нету вязаных сумок. Сами вязали или покупали? Это вот к 8-му. Ну, конечно, нет, я не покупала. Я не куплю вязаную сумку никогда. Только если мне подарит кто-нибудь. Но вязала, да, сама. Считайте ее практичной. Нет, не считаю практичной, потому что если что-то острое, как, например, спицы или крючок, конечно, все вылазит. Нужно обязательно какой-то шитый подклад. А так, нет. Я вязаные сумки, я не считаю их практичными. Они и скатываться могут. И, ну, не знаю, летом как-то, мне кажется,
жарко ходить с связанной сумкой. Зимой, ну, только что если зимой, ну, не знаю. 9 вопрос. Какие сумки нравятся больше, связанные спицами или крючком? Ну, скажем так, связанные спицами, я и не видела таких сумок. Ну, видела на картинке, но как-то особо к ним не приглядывалась. Конечно, больше нравятся сумки, связанные крючком. Они получаются такие более плотные, там и узоры какие-то красивые. В общем, ну да, больше мне нравятся сумочки, которые связаны крючком. 10 вопрос. Хотите себе вязаную сумку? Зачем? Нет, себе вязаную сумку я не хочу. Только если это будет проектная сумка, в которую я сошью еще хлопковый чехольчик вовнутрь, чтобы мои инструменты не вылазили. Вот чисто только если для проектов, для вязания, для рукоделия. А вот так вот, чтобы пойти, мне сейчас и ходить особо некуда. Вот, потому что живем в деревне, а тут, если идешь в магазин, ну, конечно, не связанной сумкой. Тут надо телегу брать, чтобы катить все домой. 11 вопрос. Есть в ваших мыслях сумка-хотелочка? Ну вот, как я и говорю, сумка-хотелочка – это проектная сумочка. То есть несколько месяцев я думала об этом. Думала об этом вот уже конкретно. Где-то полгода назад я захотела. И вот Валя молодец, придумала вот этот вот совместный проект повязать сумочки. И, в общем, я решила, что надо поучаствовать. Хотя я сейчас участвую в других проектах, и один проект заканчивается, и я хотела дождаться, когда он закончится, и вступить в этот проект. Но потом думаю, ладно, что девчонки будут меня ждать, правда что? Вот, и поэтому я надеюсь, все рады, что я присоединилась к вам пораньше, с самого начала, а не где-то там в середине. Вот. Так. 12 вопрос. Собираетесь ее все-таки связать? Если нет, то почему? Если да, что вам мешает это сделать? Ну, я собиралась очень, как я сказала выше, собиралась я вязать эти проектные сумочки, но то времени нету, то настроение не то, то совместные проекты, и надо туда вязать, и на какие-то другие хотелочки времени не остается. И поэтому все время все откладывалось, и вот, да, откладывалось, и прямо очень хорошо до Валиного совместника. Сейчас попью немного кофе вот с такой своей любимой Аленкой и продолжу. Ну, а тут уже мне помогает внучка. Вот принесла мне альбомчик. Никто не угадает, кто это. Вот, это баба. Я такая красивая. На лбу что-то у меня там нарисовано. В общем, положу сюда и буду продолжать. 13 вопрос. Какую бы вы выбрали пряжу для сумки? Ну, так как я собираюсь сейчас вязать проектную сумочку, то, скорее всего, я выберу пряжу, которую я уже не буду использовать в плечевые изделия. Я хочу выбрать пряжу, которая вот у меня несколько раз была в распуске. Я в нескольких СП начинала вязать детский свитерок, и у меня все никак не получалось. Я 5 раз распускала. Я так устала от этой пряжи. Это троицкая секционная пряжа подмосковная. Такая она розовая с белой такой, ну, белые такие там вставки. И, в общем, короче, этот клубок я хочу использовать на проектную сумочку. Я люблю розовые оттенки, и пусть у меня будет вот такая вот розовая секционного украшения сумочка. Также я думаю, что
в эти сумочки, вот именно в проектные, можно использовать остатки ниточек, которые у нас остаются. Я совсем недавно в одном совместном проекте вязала пончо из остатков. Мне там осталось немножечко, совсем немножечко довязать, а клубки у меня остаточные еще остались. И я вот думаю, что их я тоже извяжу в проектные сумочки. И, кстати говоря, вот будет интересно смотреть, что когда вот глянешь на сумочку, увидишь ниточки, какие-то цвета там, и сразу вспоминаются все, ну, процессы, в которых эти ниточки были задействованы. Так что я вот считаю, что для сумочки проектной особенно очень хорошо использовать остатки. Ну, а если бы я вязала, скажем так, красивые какие-то сумки, то, конечно, я бы, например, выбрала какой-нибудь хлопок. Но я сразу скажу, я не специалист, и поэтому может быть мерсеризованный какой-нибудь, может быть джинс, может быть это была бы вот эта вот трикотажная пряжа, которая как бы я как бы ее вообще вижу только в ковриках. Но я просто потом думаю, а как стирать этот коврик? И поэтому, может быть, даже в сумочке эту пряжу можно использовать. Но я никогда не буду вязать, потому что, ну, как-то я вот не любитель, да, не любитель я. Так, 14 вопрос. Как вы считаете, вязаная сумка это хороший подарок подруге или сестре? Ну, как сказать, мне дарили. Да, у меня подруга вяжет очень красиво крючком. Она вязала сумку крючком моей дочки. Моя дочь очень долго с ней ходила, заносила ее просто вообще в хлам, можно сказать. Вот, и я была рада этому подарку. Вот, ну, если, например, я бы связала сумку и подарила своей сестре, она бы не заценила. То есть это еще как бы от человека зависит. Вот, кому можно подарить такую сумочку, а кому нет. Так, 15 вопрос. Готовы начать вязать сумку этой весной? Ну, я уже начала. Сегодня я наконец-то расчехлила свою эту круговую вязальную мельницу Прум и покрутила. И вот на днях покажу отчет к нашему совместному проекту «Сумок много», ой, пардон, вязаные сумки, совместный проект. Там я покажу, как я это делаю. Так что я уже начала. И 16 вопрос. Передайте этот тег-эстафету своим вязальным подругам, чтобы узнать их мнение о вязаных сумках. Ну, как бы, кому передать? Я передаю всем своим вязальным подругам. Ну, а конкретно хочу выделить Ларису Васильеву. Не знаю, ответит она на этот тег или нет, но, может быть, и решится. Также хочу передать Оле Авдошиной. Тоже Оля вяжет детские вещички, но вдруг и про сумочки она тоже думает. Также хочу передать Ане Книц. Не помню, как дальше канал называется. Анечка сейчас переименовала свой канал. Вот. И Светлане канал по рукодельничаем. Вот, тоже Света. Кстати, вот у Светы я видела, как она вязала проектную сумочку. И после того, как она ее показала, я попросила сделать обзор. Света, молодец. Большое тебе спасибо, сделала этот обзор. Я прямо точно была уверена после ее обзора, что мне нужна проектная сумка. Я хочу, не могу, как. Вот. Ну, конечно, сейчас у меня будет совсем другая проектная сумочка, но такую, как у Светланы, я тоже обязательно свяжу. Так что, девочки, передаю вам этот тег. Отвечайте, пожалуйста. Вот, хочу узнать ваше мнение о вязаных сумках. Ну, а на этом я буду заканчивать.
тут мне уже, видите, ребенок уже и игрушки свои приносит, чтобы бабе не скучно было вязать. Вот у нее такая там ферма. Вот, пожалуйста, вам овца. Ну, на этом буду заканчивать. Если вам понравилось, как я отвечала на вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Может быть, я что-то упустила и на что-то не ответила, а вам было интересно и вы не услышали. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Совсем скоро у меня выйдут новые мастер-классы, я уже готовлю. Вот. И на этом пока-пока. Встретимся в следующем видео.